Всем привет! Как вы знаете, недавно у меня сломался оверлок. Вернее, не сломался, а просто перестал шить, перестал прошивать главную закрепочную нитку левой иглой. Просто вот сплошная нитка идет, то есть петлитель не захватывал ниточку. Не знаю, что с ней случилось. Скажу сразу, заглядывая наперед, что моя машинка, мой оверлок шил, вернее, любую ткань от шифона до плотного трикотажа, то есть даже до пальтовой ткани, шил обычными иглами для швейной машинки, и не было никаких при этом проблем. Тут вдруг ни с того ни с сего я начала шить вот эту водолазочку. Ткань достаточно тоненькая. Я вот покажу по рукаву, да, тоненькая. Ткань мягкая, достаточно эластичная. То есть, ну, все для оверлока. То есть здесь даже машинной строчки не должно быть. Все для оверлока. Я начала шить. И я уже практически закончила. Мне нужно было что-то, по-моему, обработка, что ли, мне нужна была. В общем, в самом конце у меня машинка перестала шить. Естественно, у меня остались кусочки от кроя. Я стала пробовать, стала настраивать, пробовать, почистила все, то есть отвернула все запчасти, которые можно было, все вычистила. В принципе, там и мусора-то не очень много было, пыли. Единственное, что я не сделала, так это не смазала. Я поменяла иглы, поменяла несколько раз, поменяла разные иглы, поменяла разные нитки, перестраивала, перенастраивала, то есть смотрела в интернете всякие ролики, как, из-за чего и почему. Все делала так, как показано. В общем, весь день на это убила, целый день. И ничего, то есть как она была, эта строчка, так и не... То есть как не получалась эта строчка, так и не получалась. Я поехала на следующий уже день, я поехала, дочка меня отвезла в магазин, я поехала, купила разные иглы именно для оверлока, или для оверлока, как правильно, да? Купила разные иглы, меня продавцы убеждали, что... То есть один продавец меня убеждал, что вот это вот универсальная игла, универсальная, здесь, в принципе, все на иероглифы. Ну вот тут вот есть, не знаю, будет видно, нет? Нет, не видно, наверное, отсвечивает. Я потом напишу. Я напишу, наверное, в описании под этим видео, что здесь, какие обозначения, какие чего. В общем, эта игла с круглой головкой. С круглой. Я еще так удивилась, думаю, а как же ее вставлять? Надо же, чтобы дырочка от иголочки, ушко, было именно вот так смотрела, да, на меня. Ну, ладно, взяла. В принципе, сколько? 120 рублей, по-моему, но здесь штук 10 их, да, 10 штук. Вставила эти иглы, не подошла. То есть, как она была, строчка, вот это вот не хватала левая игла, так и не хватает. Далее, в другом магазине мне предложили на выбор. Тут получается два вида, вернее, два какие-то тут буквенные обозначения, в общем, два разных обозначения. Но, так, вот эти иглы, минуточку, сейчас своими слепыми глазами сейчас очки одену. Так, вот эти, кстати, кругленькие, с круглой головкой, 75 номер. Один с обозначением HA, это номер 90 я взяла. И два вида с обозначением DB, английские, кстати, буквы. Два вида я взяла, а тут не написано, какие номера, хотя должно быть написано. В общем, 100, получается 100 и 75. Какие-то из них больше, какие-то... вот 11, наверное, это 75, 14 это, наверное, 100. То есть вот такие вот обозначения. В общем, взяла я разные иглы. И когда я брала их, мне продавщица сказала, что могут какие-то из них не подойти. То есть нужно сначала определить, какие для моего оверлока нужны иглы. Какое вот это вот буквенное обозначение. Ну, я решила, что мне туда-сюда ездить не очень интересно, поэтому я взяла разные, в принципе, тоже, по-моему, 100-120 рублей цена у них. Я взяла сразу вот три варианта.
И использовала я, то есть вот эти вот, которые ДБ я не успела открыть, а вот эти вот маленькие, ой, то есть, которые у меня одна 90 номер, которая одна пачка, я их, именно и ее открыла, сейчас проверю. Вот эти вот две я даже не успела попробовать, хотя нужно, наверное, вставить и попробовать, как будет шить моя машинка. Значит, моя машинка Merilog 012, вдруг у кого-то такая же есть, вот к ней подходят вот эти вот эти иголочки. Номер HA умножить на 1, вот так вот тут написано. 90, номер 90 игл. Возможно, есть и другие, но в магазине в нашем только такие были, вот это обозначение. И, о чудо, моя машинка начала шить. Но, вернусь назад, что моя машинка долгое время шила обычными швейными иголками, которые я покупала для швейной машинки. Шила и без проблем, то есть не было никаких проблем. Причем, когда я ее купила, строчка была не идеальной. То есть вот этот петлитель, бывало, что заходит наперед, либо выравнивается по центру, либо опять заходит, ну, то есть одна строчка с одним настроем, да, с одними настройками, она могла вот так вот петлять. Когда я поменяла уже в процессе работы, когда я поменяла уже иглы от швейной машинки, поставила иглы, такая же была строчка, поэтому я даже и не обратила на это внимания. Ну, шьет у меня так, ну и шьет. Ну и ладно. Главное, что она сшивает, главное, ну, что строчка ровненькая, красивенькая. То есть все эти главные вот эти строчки от иголочек, они шли ровненько, красивенько, никаких пропусков не было. А тут вдруг что-то случилось, и машинка перестала шить. Поэтому я стала задумываться. Ну, я поехала за тканью, то есть мы с дочкой поехали за тканью. Я говорила об этом, какие тканьки я купила, я говорила об этом, да, в предыдущем видео. И я просто на всякий случай спросила, есть ли иглы специальные для оверлока. Ну, заехали мы потом еще в другой магазин, мне предложили вот эти иглы, но почему-то вот они для моей машинки не подошли. Хотя мне сказали, что иглы универсальные для всех оверлоков. Ну, вот, к сожалению, нет. Ну, по крайней мере, теперь я буду знать, что у меня есть иголки, которые не подходят. Я теперь буду знать, какие иголки подходят для моего оверлока, хотя вот эти DB обозначения мне еще нужно будет проверить. Я еще не проверяла. Это видео я, в принципе, сделала, то есть записала для того, чтобы рассказать о оверлоке и о иголках. Да, кстати, я еще кучу иголок набрала вчера для швейной машинки. Это иголки джинсовые. Это стрейч, 2 штуки я взяла разные, вернее, здесь сбор 75 и 90. И трикотажные, универсальные, почему-то я как-то про них забыла. Но у меня универсальные, по-моему, есть обычные иголки. Люблю, когда у меня есть запас всяких иголок. Люблю, когда у меня есть запас ниток. У меня ниток очень много. Вот, то есть один раз закупился и долгое время к этому не возвращаешься. Иголки, конечно же, имеют свойство затупаться, или, как это правильно сказать, могут затупиться, могут сломаться даже, если что-то не так сделать, если какие-то неаккуратные движения сделать. Поэтому иголки, я думаю, всегда должны быть в наличии, всегда должны быть в запасе. Вот. Ну, в общем, на сегодня все. Я надеюсь, что больше у меня ничего не случится. И мы продолжим с вами работать, как ни в чем не бывало. А может быть, даже еще и с новыми силами. В бой, как говорится. Всем пока. Желаю всем успехов, классного настроения. И пусть вас не подводит муза и ваши швейные помощники.